Глава 196. Слабый стал сильным. Эту серию атак нанес опытный эксперт прославленной души, но Чутянь легко отбил их. Значит, он достиг точки, в которой уже мог сражаться с экспертом прославленной души, однако нападение демонического волка оказалось лишь иллюзией, обладавшей лишь 30% силы. Он лишь проверял Чутяня и еще не применил истинную силу, 4 молодых мастера не были слабыми. Мало кто среди молодежи центрального города мог конкурировать с Е Тянланом. Ло Сянлун нетерпеливо выкрикнул: «Сколько тебе нужно времени, чтобы покончить с посредственным отбросом, который достиг царства пустой души?» Спешить некуда. Глаза Е Тянлана вспыхнули безжалостным сиянием. Хотя он не знал, как Чутянь достиг пика 3-го уровня пробужденной души, но Чутянь не будет для него угрозой, пока не достигнет царства прославленной души, и неважно, насколько силен его духовный источник. Я разогревался. Настоящая игра начинается сейчас. Духовный источник Чутяня был очень сильным. Несмотря на то, что он был на пике 3-го уровня пробужденной души, он был достаточно силен, чтобы пробить духовный барьер культиватора, который достиг 4-го уровня прославленной души, не говоря уже о том, что он обладал духовным оружием и зловещим искусством меча. Так что он не мог не блокировать атаку. «Даю тебе 5 минут», — мягко произнес Ло Сянлун. «Если за это время не разберешься с ним, я сделаю это сам». 5 минут более чем достаточно. Из головы Е Тянлана стало извергаться демоническое пламя, словно он превратился в вулкан. Пламя превратилось в 5 сгустков энергии, которые стали 5 демоническими волками. Мэн Ин скороговоркой сказала: один клон демонического волка был весьма и весьма силен, а на этот раз Е Тянлан призвал 5 клонов демонического волка. Это потрясает. У всех широко распахнулись глаза, боевая мощь в 5 раз больше прежней. Тело Е Тянлана покрывало темное пламя, которое бушевало, пока он превращался в демонического волка. Теперь можно было насчитать 6 одинаковых демонических волков. Юнь Тяньхэ с серьезным лицом объяснил: чудовищный волчий клон — это одно из боевых искусств семьи Е, которое создает клонов при помощи духовного источника. Клоны обладают теми же способностями, что и изначальное тело. Самое страшное, что изначальное тело может меняться с клонами местами. Очень сложно отыскать изначальное тело, когда клонов слишком много. Мэн Ин потрясенно произнесла: разве это не сделает его непобедимым? Не факт, раздался непривычный голос Чэнь Бин Юй, и ее ледяной тон услышали все. Клоны тратят большое количество духовной энергии и не могут сильно отдаляться от изначального тела. Если так пойдет и дальше, он истратит духовную энергию и упадет без сил, и Юнь Тяньхэ вздохнул. Так утверждает теория, но легко ли это сделать? На таком ограниченном пространстве, как арена, нет больших расстояний. Истощение неизбежно, когда есть расстояние, их комментарии было отчетливо слышно. Оба были неоспоримыми экспертами, поэтому их оценка имела большой вес, Е Тянлан оказался более пугающим, чем его описывали. С мощной культивационной техникой и боевым искусством он казался непобедимым. Сможет ли Чутянь справиться с ним? 6 одинаковых демонических волков разделились. Они окружили добычу, словно волки, рыскающие по прерии, намеревающиеся убить врага. Сконцентрировавшись, волки, окруженные черным пламенем, словно огромные копья, со всех сторон полетели в одну мишень. Чутянь увидел их траектории. Взлетев в воздух, Чутянь увернулся. 6 волков, окутанные несравнимой мощью, взлетели в небо. Клонов можно было не бояться, где изначальное тело. Открыв глаз разума, Чутянь обнаружил, что сила демонических волков ничуть не отличается. Что? Странно. Если это клоны, то где изначальное тело? Уже через миг думать об этом стало не нужно. 6 пылающих демонических волков образовали огромный пылающий шар. Из глубин пылающего шара донесся протяжный и свирепый рев, и возник огромный яростный волк. Выскочив из пылающего шара, он напитался силой, словно молния. На лице демонического волка читалась провокация. Дьявольски ухмыльнувшись, он заговорил: «Ха! Меня ищешь». Внезапная и отменная атака. Не успев взмахнуть мечом, Чутянь ощутил удар в грудь. Звездный свет, который его окружал, разбился, и он рухнул в центре арены, после чего отскочил от земли. Ударившись о защитный барьер арены, он отлетел обратно. В толпе повисла мертвая тишина, у всех на лице отражалось одно и то же — шок. Это слишком шокировало. Усовершенствовав культивационную технику, молодой мастер Небесного Волка превзошел их ожидания. Е Тянлан мог сделать 6 клонов, но решил сохранить пламя в изначальном теле, поэтому сделал всего 5. Е Тянлан прекрасно понимал, что у Чутяня есть глаз разума, что напасть будет тяжело. Сначала он должен был замаскировать атаку, а потом уже нанести удар. 6 демонических огней образовали новый клон, который отскочил от изначального тела и оказался перед Чутянем.
Не успел Чутянь поднять меч, как его одним ударом отшвырнули прочь, несравненно мощная сила, неординарный подход. На этот раз печально известный Е Тянлан всего одной атакой заставил других уважать себя заново. Голос Мэн Ин подрагивал. Чу. Чутянь не выдержал одной атаки Е Тянлана. Е Тянлан отлично понимал, насколько это мощная атака. Е Тянлан изучил оборонительную технику Чутяня. Так называемое бессмертное звездное тело защищало и было весьма сильным. Оно могло блокировать все атаки уровня Чутяня или даже более высоких культивационных уровней, но всякая оборонительная техника имела свои пределы. Взрывной мощи этой атаки оказалось достаточно, чтобы уничтожить бессмертное звездное тело. Е Тянлан подумывал, не помучить ли Чутяня, но в итоге решил пока этого не делать. Потому что Чутянь раз за разом уничтожал его репутацию, а Е Тянлан хотел покончить с ним быстро, одним махом. Если он умрет или станет калекой, все закончится, но если он останется жив. Лишь так Е Тянлан мог восстановить свое достоинство. Он хотел, чтобы все увидели, что это лишь жалкий отброс, который не мог преодолеть пропасть между ним и истинным гением. Позор в городе Южного Неба заставлял Е Тянлана ежедневно скрипеть зубами, но сегодня он наконец отомстит. Ха-ха, ха-ха. Разве ты не должен быть свирепым? Глядя на Чутяня, что лежал на земле, Е Тянлан безумно хохотал. А ты не смог отбить всего одну мою атаку. Как такой отброс, как ты, посмел бросить вызов двум молодым мастерам? Юнь Тяньхэ и Чэнь Бин Юй встали. Мэн Ин и Нангун Юнь не скрывали гнева. Лицо Мэн Цин побледнело. Она тоже культивировала бессмертное звездное тело, поэтому знала, как сильна эта техника. Атака оказалась слишком сильной. Возможно, Чутянь, все считали, что Чутянь уже не поднимается. Он вскочил на ноги. Неплохо, неплохо. Непринужденно поднялся Чутянь. Ты правда стал сильнее. У меня от этой атаки мурашки по коже побежали. Е Тянлан был потрясен, у зрителей чуть глаза из орбит не выскочили. С тела Чутяня кусками осыпался звездный свет. Его кожа стала прозрачной, как профессионально обработанный алмаз, от нее исходило красивое свечение. Бриллиантовое тело — это было бриллиантовое тело. Когда Чутянь успел достичь его, Мэн Ин и Мэн Цину переполняли и счастье, и неуемный гнев. Выглядел этот ублюдок прекрасно, но он так долго притворялся раненым, что они разволновались. Он слишком зол, так что ему еще надо будет преподать урок. Чутянь снова встал. Зрители разразились радостными криками, многие поднялись с мест. Линь Фань и Лин Сюань взволнованно кричали. Что могло взбудоражить их сильнее, чем эта неожиданная атака молодого мастера Небесного Волка добралась до плоти Чутяня? Но он не пострадал, Е Тянлан недовольно выкрикнул, как тебе удалось остаться невредимым. Кто мог представить, что бессмертное звездное тело, которое Чутянь довел до царства малого успеха, теперь достигло царства бриллиантового тела? Усилился и культивационный фундамент Чутяня, поэтому его нынешнюю защитную силу, конечно же, нельзя было сравнить с прежней. Думал, я поведусь на твою жалкую уловку. Чутянь стряхнул с себя пыль. Я хотел посмотреть, чем ты располагаешь, поэтому позволил тебе сделать ход. Проклятие. Твоя оборонительная техника достигла царства совершенства. Плевать, даже если ты скрываешься под черепашьим панцирем, я буду бить тебя, пока он не треснет. Чутянь поднял горящий меч. Попробуй. 6 в одном. Теперь клоны были бесполезны. Если его защиту не смогло преодолеть изначальное тело, то какой прок от клонов? Лучше собрать всю духовную энергию воедино. Доведя чудовищную волчью трансформацию до царства совершенства, он так и не успел воспользоваться силой, клоны исчезли, огромное тело стало в несколько раз меньше и, наконец, достигло человеческих размеров. Наполовину он остался волком, но его аура стала в несколько раз сильнее. Божественный волчий натиск. Оборотень, в которого превратился Е Тянлан, оказался в 3 раза быстрее и в 3 раза сильнее его предыдущей формы. Его кулаки с треском разрывали воздух. Чутянь даже не стал уклоняться, хороший шанс испытать мощь звездного тела. Е Тянлан, окруженный колоссальным давлением, врезался в Чутяня, и земля вокруг них покрылась трещинами. Чутяню пришлось на несколько шагов отступить, бриллиантовое тело немного потускнело, но не исчезло без следа. А вот Е Тянлана отбросило обратно. Если бы не превращение в полуволка, он бы страдал от ран. Так себе сила. Адский меч Чутяня наполнился мощью духовного источника, и лезвие меча загудело. На нем вспыхнуло синее пламя. Мерцание адского пламени. Горящий меч испустил свет, Е Тянлан уклонился, но ощутил боль в плече. Его одежда окрасилась кровью, а адское пламя проникло в меридианы, и он перестал ощущать руку. Чутянь переходит от защиты к нападению, сражение накаляется. Объявила в микрофон Нангун Юнь.
Сейчас в безвыходном положении Е Тянлан. Мэн Ин добавила, зачем Чутянь валялся на земле, пока Е Тянлан атаковал? Чтобы достать меч. Настало время атаки. Слабый стал сильным, и ситуация изменилась. Никто не ожидал такого развития событий. Глава 197. Королем становится победитель. Каким был культивационный фундамент Чутяня? Он был лишь на 3-м уровне пробужденной души. А таблетка восхождения довела его лишь до пика 3-го уровня пробужденной души. Один достиг царства пустой души, а второй — царства прославленной души. Один был на ранней ступени пробужденной души, а другой — на средней ступени пробужденной души. Всего один этап, но разница, как между небом и землей, никто и подумать не мог, что Чутянь так покроет этот пробел, что Е Тянлан даже не сможет причинить ему боль, высокое тело Мэн Цин удрожало. Черные волосы стекали по белой одежде, как водопад, а глаза сверкали недоверием. Это истинная сила Чутяня. Хотя она догадывалась, что после башни испытания его сила увеличилась в несколько раз, она не думала, что он станет таким сильным. Теперь сражение стало еще интенсивнее, Е Тянлан применял все навыки, которыми обладала семья Е. Чутянь не блокировал их, а атаковал в ответ. Как только появлялось адское пламя, он проносился по арене, как призрак. Всякий раз, когда он исчезал, в воздухе повисал пылающий меч. Обстрел продолжался, осколки камней летели во все стороны. Хотя определить победителя было трудно, все видели, что Чутянь загоняет Е Тянлана в угол, вдруг Мэн Ин встала, и ее личико вспыхнуло от волнения. Она смотрела на сражение, у нее кипела кровь. Она крикнула в микрофон, блокируя всевозможные боевые искусства Е Тянлана, Чутянь сражается адским мечом. Вы не ослышались. Коварный ответный удар. Он давит на него. Атакует того, кто медлит, и применяет силу против слабого. Молодой мастер бродячего пса использует различные техники, но Чутянь отражает его атаки, так что он в плохой ситуации. Наньгун Юнь взволнованно крикнул, если так и продолжится, Чутянь победить меньше, чем через 50 ударов. Фэн Цайды, одетая в большой плащ, стояла в самом углу и наблюдала за ареной. Это невероятно. Как он этого добился? Судя по тому, что мы знаем о Чутяне, он спланировал все это безрассудство. «Он никогда не делает того, в чем не уверен», — сказал маркиз Божественного Ветра, тоже одетый в большой плащ, чтобы никто не узнал его. «Кое-кто хотел, чтобы я спас его, но кого мне спасать сейчас?» «Ты влюбилась в мальчика», — лицо Фэн Цайды покраснело. «Не говори глупостей. Мы просто друзья». «Ха-ха, какая реакция? Неужели вы правда просто друзья?» «Просто друзья». Маркиз Божественного Ветра улыбнулся, но промолчал. Спокойный взгляд был прикован к арене, но в глубине души горело странное пламя. Он уже не видел в этом юноше, только Ло Сян Лун слегка нахмурил брови. Он действительно был достоин победы над Чу Син Хэ. В будущем мальчишка не только окажется наравне с Чу Син Хэ, но и превзойдет его. Нельзя допустить, чтобы он стал сильнее. Сегодня он должен умереть. Е Тянлан не справился. Пришло его время, низко взревев. Ло Сян Лун высвободил духовную энергию и призвал духовный источник. Двойная фаза льва-тигра. Золотые оковы на руках наполнились духовной энергией, и он заревел, как тигр и лев. Оглушительный рык проник всем в уши. Некоторые, особенно слабые, упали в обморок. Прыжок дикого зверя. Взмахнув правой рукой, Ло Сян Лун стукнул кулаком по земле. Золотые браслеты испустили пугающую мощь. Золотистая энергия, проделав в земле трещину, со скоростью света понеслась к Чутяню. Чутянь попытался увернуться, но было поздно. Вырвавшись из-под земли, золотистая энергия взорвалась, как вулкан. Она превратилась в золотого льва, который, врезавшись в его меч, издал оглушительный звук. Чутянь отчетливо ощутил, как адский меч стонет. Мощь этой атаки нельзя было ослабить. Наконец атака достигла тела, и Чутяня отбросила на несколько десятков метров. Какая пугающая взрывная мощь, какая пугающая разрушительная сила. Один такой удар мог убить любого культиватора 4-го уровня пробужденной души. Не успел Чутянь упасть, как Е Тянлан взмыл в небо. От удара Чутяня рухнул на землю, как метеорит. Какая подлость! Мэн Ин сердито стукнула по столу. Ло Сян Лун, не сдержав слова, нападает на Чутяня. Такой подлый поступок — поступок злодея. Молодой мастер не может так поступать. Действительно. 2 против 1 — это нечестно, не говоря уже о том, что Ло Сян Лун пообещал, что 5 минут будет оставаться на месте. Чутянь сражался с Е Тянланом как максимум 3-4 минуты. Преимущество было на его стороне, но он не мог закончить бой. Ло Сян Лун неожиданно напал на беззащитного Чутяня.
Ему на все наплевать. Ло Ляньчэнь сказал, что победа не важна, главное — убить Чутеня. А что касается оскорбления, нанесенного остальным, то в этом мире королями становились победители. Если он подло убьет Чутеня, другие просто будут проклинать его. Если он позволит Чутяню стать сильнее, тот станет новым Чусинхэ, проклятия были гораздо предпочтительнее. Яростный зверь, сжигающий прерии. Прокричал в небо Ло Сянлун. Золотые сверкающие оковы начали светиться, и он ударил по земле кулаками, превратившимися в солнце. Каждый кулак превратился в подземную атаку, не успел Чутянь приземлиться, как ощутил еще несколько ударов. Когда он снова взлетел в воздух, Е Тянлан, не давая ему шанса, превратился в десяток размытых фигур и выстрелил по нему серией стремительных атак. Набег демонического волка. Мощь Ло Сянлуна и скорость Е Тянлана, которые сражались вместе, загнала Чутяня в угол. Титул молодого мастера был для молодежи Центрального государства великой честью, и разве мог Чутянь справиться с ними двумя? После нескольких атак Ло Сянлуна бриллиантовое тело покрылось трещинами. Ло Сянлун оказался слишком сильным и слишком быстрым, и бессмертное тело Чутяня не успевало восстанавливаться. Если так и продолжится, Чутяню придется тяжело. Сначала ему следовало разобраться с Ло Сянлуном. Повернувшись, Чутянь слился с волной энергии и сбежал в преисподнюю. К Ло Сянлуну мгновенно устремился пылающий меч. Свет меча ударил по оковам и превратился в искры, от оков исходила огромная сила, и Чутяня отбросило на несколько метров. Он стоял, пошатываясь, а меч продолжал стонать. Оковы оказались не слабее адского меча. Духовная энергия Ло Сянлуна была сильнее, чем у Е Тянлана. И столкнувшись с ними двумя, Чутянь лишился покоя, Ло Сянлун сжал кулаки, и золотые оковы снова засверкали. Это оковы 9 львов и тигров, наследие нашей семьи, которое дарит человеку силу 9 львов и тигров. Культивационные техники семьи Ло знамениты мощью, и ты правда считал, что сможешь в ближнем бою причинить мне боль? Если ты сам себя покалечишь, я пощажу твою жизнь. Человек-волк Е Тянлан последовал его примеру. Несмотря на то, что он получил 4 удара мечом, он все еще сохранил боевую мощь. Его атакуют с обеих сторон, он в опасности, Чутянь ощущал, как иссякает сила его таблетки. Если бы не таблетка восхождения, которая восстанавливала его духовную энергию, он бы уже давно все истратил. Но если бой будет слишком интенсивным, не справится даже таблетка восхождения, все беспокоились за Чутяня. Что ему теперь делать? Ха! Потрепанные синие одежды юноши развивались на ветру. Его глаза сверкнули, как звезды, а тело окутал звездный свет. В небо вырвалась надменная аура, словно он смотрел на мир свысока. Раз вы объединились, разберусь с вами одним махом. Это сэкономит мое время. Как высокомерно, как жестоко, совершенно бессовестно Линь Фань и Линь Сюань опешили. Несмотря на то, что Е Тянлан и Ло Сянлун, высшие таланты центрального государства, объединились, он не отвернулся, поведение его осталось прежним. Это Чутянь. Неповторимый Чутянь. Их идол Чутянь. Во всем центральном государстве с двумя молодыми мастерами бесстрашно могли сражаться лишь двое. Один был молодой мастер Небесного меча, Чу Син Хэ. Вторым оказался Чутянь. Чутянь был младше Чу Син Хэ, но обладал гораздо большим талантом, а его храбрость даже превзошла прежний уровень. Как только он станет сильнее, он взлетит к небесам и станет великой личностью страны Южного Лета. Я сломлю его оборону. Ло Сянлун обладал силой, несравнимой с силой обычного человека. Благодаря оковам 9 львов и тигров, которые дарили силу 9 львов и тигров, он был уверен, что сокрушит оборону Чутяня. Когда защита падет, убей его. Разрушительная мощь Е Тянлана была слабее, чем у Ло Сянлуна, впрочем, культивационные техники семьи Е были странными. Учитывая его скорость и то, как быстро рассыплется броня Чутяня, Е Тянлан был уверен, что сможет убить его одним ударом. Отлично. Чутяня полностью покрыл звездный свет. Он медленно просачивался в его тело, заставляя его сиять ярко, как бриллиант. Меч, который он держал в руке, пылал огнем. Чутянь не был глупым, разве он позволит им напасть во второй раз? Им, которые и без того подло напали на него, я не дам вам ни единого шанса, Чутянь перешел к атаке. Чудовищная волчья трансформация. Взревел в небо Е Тянланю. Его волчье тело покрылось блестящей кровью. Кровавый волк. Члены семьи Е задрожали. Он знает эту технику. Это была запретная техника семьи Е. Даруя скорость и мощь, она сжигала кровавую эссенцию. Ее было достаточно, чтобы увеличить силы вдвое, но длительное использование могло нанести организму серьезный урон. Ло Сянлуну тоже хотелось быстрее закончить сражение. Глухо взревев, он приготовился применить тайное искусство. Его мышцы неожиданно начали раздуваться.
Появились 2 льва и 2 тигра, и они были такими сильными, что могли в любой момент взорваться, спустя один удар все закончится. Сначала Чутянь ударил мечом Е Тянлана. «Умри!» Подпрыгнув, Е Тянлан превратился в кроваво-красную полосу. Устремившись к Чутяню, он протянул лапы, лапа демонического волка, разрывающая душу. Адское пламя разгорелось, и Чутянь пропал. В воздух рассек огромный пылающий меч. Яростный удар адского пламени. Е Тянлан уставился на Чутяня волчьими глазами, его пугающие лапы протянулись к Чутяню. «Я разорву тебя на куски». Одежда Чутяня превратилась в клочья, словно была сделана из бумаги. Лапы ударили Чутяня в грудь, и раздался железный гул, переросший во взрыв. Звук, похожий на отчетливый звон древнего колокола, потряс каждого, на бриллиантовом теле появилось несколько трещин, и сила Е Тянлана проникла внутрь. Чутянь получил ранение, но оно оказалось несмертельным. Силу отразило обратно. Все 10 пальцев Е Тянлана сломались, Е Тянлан ощутил ужасающий свет пылающего меча. Он вмиг разорвал духовную защиту Е Тянлана, и все его тело вспыхнуло пламенем. Жалобно взвыв, Е Тянлан отлетел в угол арены. Этого кошмара оказалось достаточно, чтобы покалечить его. Ло Сянлун воспользовался возможностью, яростный удар адского пламени требовал подготовки, поэтому Чутянь не мог применить ее 2 раза подряд. Это был шанс уничтожить его одним ударом. Лев и тигр превращаются в дракона. Взлетев, Ло Сянлун превратился в водяного дракона. Поднялась буря, задрожала земля. Хлынула дикая аура, и небеса наполнились ревом. Жалкий мальчишка Чутянь. Пришло время умирать. Ло Сянлун сделал свой ход. Он не думал, что Чутянь сможет блокировать его. Ло Сянлун, который был сильным и сам по себе, с помощью оков 9 львов и тигров легко мог одолеть адский меч и защиту Чутяня, после чего тот уже не сможет сражаться. В этот решающий миг все затаили дыхание. Неужели Чутянь погибнет? Чутянь холодно улыбнулся Ло Сянлуну. Вдруг он достал дан, состоящий из сины белого пламени. Высвободившись, пламя окружило Чутяня. Это был дан отталкивающего пламени, заполненный адским пламенем. Пока продолжалось сражение, Чутянь постоянно разжигал пламя, так что теперь дан наполнился могущественным адским пламенем. Адский меч, похожий на тысячелетний кусок льда, принялся поглощать пламя. Небо заслонил духовный источник в виде черного меча демонического бога, изрыгающий древнюю демоническую ауру. Яростный удар адского пламени. Пылающий меч и водяной дракон схлестнулись. Пылающий меч разрубил дракона надвое, Чутяня обстреливало мощной силой, звездный свет разрушался. Из углов его рта текла кровь. Тот, кто не сможет устоять, потерпит поражение. Стало ясно, что искусство меча Чутяня намного сильнее и стремительнее. Водяного дракона разрезало пополам, духовная энергия Ло Сянлуна рассыпалась на осколки, и потом меч обрушился на тело Ло Сянлуна. Ло Сянлуна придавило к земле. Пара отрезанных кровоточащих рук теперь была отдельно от тела. В воздухе над ареной центрального государства сверкали духовная энергия и звездный свет. Едва заметные следы адского пламени, взорвавшись фейерверком, дождем упали на землю. Словно трагическая песня триумфа, приземлившись, словно снежинка, Чутянь медленно убрал меч в ножны. Он даже не оглянулся. Мертвы ли Ло Сянлун и Е Тянлан, у него не было желания смотреть. Разве важно, живы они или нет? Нет, это не имело значения, они уже никогда в жизни не смогут бросить Чутяню вызов. Глава 198. Новое нападение. Что здесь происходит, боролись они долго. Кто бы мог подумать, что эта трагическая битва завершится в один миг? Над толпой повисла тишина, никто даже не успел осознать случившееся. Центральная городская площадь была полна людей. Многие собрались вокруг вещательной вышки и с нетерпением ожидали результата. Здесь были даже одевшиеся посетители борделей и проститутки. Все толпились, потому что хотели стать свидетелями этого исторического момента. Наемники, сидящие в тавернах, перестали пить, никто не издавал ни звука. В тавернах повисла мертвая тишина. Они сидели, сжав кулаки, и ожидали результатов, было слышно даже их дыхание. Чем же все кончилось? Чутянь убит. Почему трансляция молчит? Все с нетерпением ждали, и вдруг в громкоговорителе раздался громкий голос: 2 удара. Наньгун Юнь крикнула всему городу: 2 удара. Чутянь применил 2 удара. 2 ударами он победил Е Тянлана и Ло Сянлуна. Ошеломляющая победа. Сражение закончилось. Он — победитель. Все словно очнулись ото сна, арена, площадь, бордели, главные улицы — все разразилось восторженными криками. Их сердце охватило потрясение, они ощущали, как у них кипит кровь. Победил, Чутянь победил. Эта победа изменит жизнь центрального государства. Чутянь в одиночку победил 2 молодых мастеров.
не говоря уже о том, что он сделал это, находясь на более низком уровне культивации. Чутянь был единственным человеком в центральном государстве, которому это оказалось по силам, потенциал и силы этого новичка будут расти, пока не превратятся в мощь, постепенно загорится сверхновая, а имя Чутяня распространится по центральному государству и даже повлияет на другие графства. Его имя станет гордостью центрального государства, лица Еуда и Лолянчена были бледными. Проклятие. Проклятие. Проклятие, какое жалкое поражение, неужели Чутянь и правда одержим богом? Даже сегодня они не смогли убить его, члены семей Чу, Ло и Е не могли скрыть ужаса. 4 молодых мастера проиграли Чутяню. Перешагнув через славу 4 молодых мастеров, он собирался достичь новых, беспрецедентных высот. «Чутянь, стой, где стоишь. Оставайся на месте». Раздался в небе пугающий голос. Наньгун Юнь схватила микрофон и выкрикнула: «Что-то случилось». На сцену вышли несколько экспертов из семей Чу, Ло и Е вместе с экспертами из дворца мэра. Они окружили Чутяня. Чутянь выиграл поединок, а они хотят бессовестно напасть на него. На сцене появилось множество людей. Эксперты из семей Чу, Ло и Е, даже мэр Фэн Юньлун. Они окружили Чутяня, не давая ему покинуть сцену. Злодей. Чутянь уже победил. Ваш поступок позорит центральное государство. Толпа сердито проклинала их. Ощущая пугающую ауру, что давила на него, Чутянь замер. Она принадлежала культиватору 5-го уровня пробужденной души. Она была даже сильнее ауры 4 молодых мастеров, поэтому если он сделает хотя бы шаг, нападение на него будет быстрым, как молния. Что такое? Чутянь знал, что 3 великие семьи не позволят, чтобы все так закончилось, но совсем не беспокоился. Он тихо произнес: «Неужели вы хотите лишиться даже остатков уважения?» Разве Юнь Тяньхэ и Чэнь Бин Юй позволили бы этим людям поступать так высокомерно? Взлетев в воздух, они приземлились на арену, готовясь противостоять им. В небе над ареной скопились грозовые облака и снег. Аура экспертов подавляла сопротивление. Ауры экспертов столкнулись, и обстановка стала напряженной. Это не имеет отношения к 4 великим семьям. Фэн Юньлун не хотел сражаться с Юнь Тяньхэ и Чэнь Бин Юй. Холодно уставившись на Чутяня, он произнес: Чутянь обнаружил сокровище башни испытания, об этом сообщили имперскому городу. Теперь имперский город отправил посланника, который должен узнать о ситуации. Идти против воли посланника, идти против воли имперского города. Юнь Тяньхэ, ты хочешь попытаться? Имперский город, маркиз Божественного Ветра, смешавшийся с толпой, слегка нахмурился. Фэн Цайда была шокирована. Эти чертовы подонки действительно привели 3 великих семьи из имперского города. Что нам теперь делать? Маркиз Божественного Ветра был лишь одним из 8 маркизов Южного Лета. Хотя он обладал довольно серьезным влиянием, но его нельзя было сравнить с влиянием ведущих личностей 3 великих семей. В конце концов, среди 8 маркизов было несколько родственников 3 великих семей. Маркиз Божественного Ветра прошептал: «Давайте сначала посмотрим, что будет». Маркиз Божественного Ветра не хотел делать шаг, если в этом не было необходимости. Конфликт с могущественными 3 великими семьями повлечет много последствий. Особенного для маркиза Божественного Ветра. Слова Фэн Юньлуна не смутили Юнь Тяньхэ. Центральная государственная башня закрылась всего 3 дня назад, как новости могли добраться до имперского города. «Считаешь меня дураком?» Имперский город находился довольно далеко. Достаточно ли было 3 дней, не говоря уже о том, что они отправили особого посланника? Старый мастер Юнь. С момента нашей последней встречи прошло много лет, показался человек в мантии. Ему было около 40 лет, а сам он был тощим и бледным. Глаза были небольшими, но ярко сверкали. Какое совпадение! Я только что прибыл в центральное государство. Юнь Тяньхэ немного изменился в лице. Шангуань Мин. 3 великими семьями королевства были семья Дунфан, семья Шангуань и семья Наньгун. Эти 3 семьи оказывали на страну Южного Лета огромное влияние еще с момента создания королевства. Местные семьи даже нельзя было сравнивать с 3 великими семьями. Например, Наньгун и отец Наньгун Юнь. Хоть он и родился в семье Наньгун, он, их кровный родственник, не смог стать одним из семейных старейшин. Потому что оказался слишком слаб. Чтобы стать старейшиной семьи Наньгун, нужно было достичь 4-го уровня пробужденной души. В центральном городе можно было стать старейшиной, достигнув этапа пробужденной души. Несмотря на то, что 4-й уровень пробужденной души дарил возможность стать старейшиной, это был порог для высших управленцев 3 великих семей. Силы были настолько различны, влияние Шангуань Мина было лишь средним. Достигший 5-го уровня пробужденной души, он был слабее, чем главы 4 великих семей, но с главами его уравнивал его статус. Сложив руки, Шангуань Мин почтительно сказал Юнь Тяньхэ:
Ты очень умен, и семья Шангуань очень тебя уважает, но это связано с интересами королевства, поэтому я надеюсь, что ты не будешь вмешиваться», — Юнь Тяньхэ хмуро произнес. «Центральная государственная башня — место для тренировки молодого поколения, и все заслуженное достается тому, кто это заслужил. Если семья Шангуань так поступит, публика будет недовольна. Это лишь опорочит репутацию семьи Шангуань». Юнь Тяньхэ не верил в происходящее, это была всего лишь башня испытания. Как это могло касаться королевства? Должно быть, в семье Шангуань были особенно жадные люди. Возможно, дело было в личной заинтересованности Шангуань Мина. «Скверное слово, старина Юнь», — сказал Шангуань Мин. «Центральная государственная башня — это собственность королевства, предоставленная жителям центрального государства. Обычное сокровище — это совсем другое дело, но сейчас речь идет о скрытых сокровищах. Ты знаешь, что северное сражение с духовными зверями идет все хуже, поэтому людям настоятельно рекомендуется внести свой вклад в развитие королевства». Аргумент оказался слишком сильным. «Старина Юнь, ты должен помнить о собственном деле», — холодно улыбнулся мэр Фэн Юнь Лун, словно Чутянь уже был в ловушке. «Господин Шангуань — посланник имперского города, поэтому имеет право сначала действовать, а отчитываться уже потом. Ты и 4 великие семьи не имеете права вмешиваться. Шангуань Мин прибыл в центральное государство с какой-то целью». Но это явно было связано не с центральной государственной башней. Шангуань Мин жадно посмотрел на Цинли. «Не хочу быть многословным. Ты даже не знаешь, что из себя представляет сокровище центральной государственной башни. Так что же ты имел в виду, когда говорил о содействии королевству?» Бесстрашно заговорил Чутянь. «Разве тебе не кажется, что это немного забавное оправдание?» Шангунак Мин и не ожидал, что Чутянь сдастся быстро. «Тогда я заберу тебя в имперский город и должным образом допрошу сокровище центральной государственной башни». Шангуань Мин действительно не знал, как оно выглядит. Но в таком месте, как центральное государство, оно явно должно было оказаться чем-то хорошим. С другой стороны, Чутянь был ходячим словарем. Судя по словам Фэн Юнь Луна, немало содержалось и в самом Чутяне. Разве он не заработает миллиарды, если будет держать его при себе? Чутянь слегка прищурился. «А если я откажусь?» Шангуань Мин рассмеялся. «Тогда ты должен доказать это своими способностями». Тоже рассмеявшись, Чутянь сказал: «Посланник Шангуань считает, что может запугивать нижестоящих». Фэн Юнь Лун с семьями Чу, Ло и Е были вне себя от радости. Если Чутянь пойдет против семьи Шангуань, им ничего не придется делать. Чутянь не устоит перед таким колоссом. «Как насчет пари?» — спокойно предложил Чутянь. «Я пойду с тобой, если сможешь меня победить». Юнь Тяньхэ был потрясен. Шангуань Мин был на 5-м уровне пробужденной души. Это не Е Тянлан и Ло Сянлун, с которыми еще можно было сражаться. Чутянь добавил: «Вице-директор Юнь, вице-директор Чэнь, не надо ничего делать. Пусть мэр и 3 великие семьи тоже не вмешиваются. Если посланник Шангуань сможет остановить моих подчиненных, я уйду без сопротивления». «Ха!» — рассмеялся Шангуань Мин, запрокинув голову. «Какая недальновидность! Хорошо, я покажу тебе мощь семьи Шангуань». Чутянь осторожно махнул рукой. В руке показался древний колокольчик. Чутянь несколько раз аккуратно встряхнул его, и вокруг Чутяня собрались люди в черных одеждах. Шангуань Мин несколько удивился. Почему подчиненных так много? Чутянь вел себя слишком небрежно. Разве с 5-м уровнем пробужденной души ему будет сложно прорвать защиту людей в черном и забрать Чутяня? Шангуань Мин даже не поверил. «Ты серьезно?» «Я, Чутянь, всегда сдерживаю обещания», — ответил Чутянь. «Что ж поделать, если ваше превосходительство на это не способно?» «Невозможно. Если у тебя не выйдет, я не буду создавать трудностей особому посланнику. Ты просто разденешься и покинешь центральное государство». Чутянь даже не беспокоился. Ему было суждено всколыхнуть центральное государство, так что он мог вызвать еще большее волнение. Он должен был показать всем, что торговое чудо далеко не слабый игрок. Пусть даже это были 3 великие семьи, он их не боялся. Глава 199. Божественная кровь трупов инь. Все разошлись по сторонам. В центре остались лишь Чутянь и Шангуань Мин. И, конечно же, 18 молчаливых людей в черном. Все волновались за Чутяня. Выглядят 18 стражников довольно обычно. Как они могут остановить эксперта семьи Шангуань? В центральном городе наконец появился такой гений, а семья Шангуань хочет причинить ему вред? Все были возмущены. Чутянь был гением центрального города, который рождается раз в 100 лет, а торговое чудо — компанией, которую все ждали.
Если семья Шангуань уничтожит их, для центрального города это обернется огромной потерей. Шангуань Мин сложил руки, и на волю вырвалась огромная сила. Вздымаясь, как морские волны, волны духовной энергии прокатывались по сцене, поднимая пыль. Вдруг в небо взлетело огромное алое перо. Мэн Ин с удивлением в голосе спросила: «Перо?» «Это духовный источник семьи Шангуань, перо», — сказал с серьезным лицом Юнь Тяньхэ, вышедший в центр арены. Семья Шангуань культивирует технику пера жизни и смерти. Говорят, эта техника управляет жизнью и смертью людей, поэтому справиться с ней трудно. Конечно же, объяснение Юнь Тяньхэ услышали все. Культиваторы, обладающие духовным источником в виде пера, члены семьи Шангуань, действительно были особенными. К тому же, семья Шангуань была одной из 3 великих семей, и этого было достаточно, чтобы понять, каким могуществом она обладает. Шангуань Мин достал из рукава большое перо. В длину перо достигало 3 футов и выглядело, как короткое копье, испускающее холодный блеск. Налившись силой духовного источника, оно владело безграничной мощью. «Я все равно пощажу тебя. У тебя есть кое-какие таланты, будет жаль, если ты сегодня умрешь». Шангуань Мин указал на Чутяня пером. «У тебя достаточно таланта, чтобы преуспеть в центральном государстве, но семья Шангуань — это не муравей, против которого ты можешь выступить. Я даю тебе последний шанс подчиниться, иначе я тебя уничтожу. Центральное государство уважает меня, но сильно ли ты лучше меня? Ты — член семьи Шангуань и особый посланник королевства, но в центральном государстве не преуспел. Тебе 40-50 лет, а ты сражаешься с детьми. Какая смелость!» Гневно вспыхнули глаза Шангуань Мина. «Я не убью тебя, а сделаю верным псом. Но псу, который только и умеет, что лаять, надо преподать урок. Я не буду доставать меч или отступать, а просто останусь на месте». Сложил руки на груди Чутянь. «Если ты действительно можешь это сделать, то делай». Дикость. 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 Какой дикий человек? Откуда у Чутяня столько уверенность? Шангуань Мин был экспертом 5-го уровня пробужденной души, но к нему относились как к сорняку. Отлично. Отлично. Уже давно никто не осмеливался оскорблять семью Шангуань. Одного языка мне будет недостаточно, так что я вырву тебе еще и руки и ноги. Сжав перо, Шангуань Мин написал несколько странных символов, сжигающие проклятие сильного огня. Символы яростно понеслись к Чутяню. Пугающее пламя прожгло в арене дыру, Юнь Тяньхэ объяснил, это сила духовного источника семьи Шангуань. Он может быть носителем массивов. Дым медленно рассеялся. Чутянь, окруженный 18 людьми в черном, остался на месте, целый и невредимый. Шангуань Мин помрачнел. Как это было возможно? Он применил половину своих сил. Если Шангуань Мин применял половину сил, могли погибнуть даже Ло Сян Лун и Е Тян Лан. Даже если Чутянь был благословлен небесами, как он не пострадал, Чутянь скупо оценил это одним словом — слабо. Он не мог не запутаться, Чутянь совсем его не уважал. «Признаю, я недооценил тебя». Уродливо искривился Шангуань Мин, он не шутку злился. «Но ты всего лишь жалкий муравей передо мной. Ты всего лишь жалкий цыпленок, который не выдержит даже одного удара. Я покажу тебе настоящие боевые искусства семьи Шангуань». Как-никак, он был старейшиной семьи Шангуань. Разве может обычный культиватор 3-го уровня пробужденной души смотреть на него сверху вниз? Он не мог с этим смириться, огромное перо взлетело в небо. По воздуху, словно пылающие драконы, прокатилась огненно-красная энергия, образовавшая хлысты. Всюду, куда они падали, раскалывалась земля, раздался мягкий звон колокольчика Чутяня. 18 людей в черном образовали перед Чутянем линию. Они одновременно ударили ладонями, словно проделывали это уже 1000 раз. Волна энергии столкнулась с 2 энергетическими хлыстами, 2 хлыста в одни миг рассыпались, волна энергии, посланная 18 людьми в черном, не ослабевая, двигалась вперед. Быстро подняв перо, Шангуань Мин попытался остановить ее, но ему пришлось отступить на несколько шагов. Кровь и ци в его теле набухли, движения давались ему трудно. Черт возьми, каждый человек в черном был на 4-м уровне пробужденной души. Поразились не только Шангуань Мин, но и Юнь Тяньхэ, Чэнь Бин Юй, Фэн Юнь Лун и Мэн Цин. Что произошло? Мэн Цину закрыла рот, но на прекрасном лице все равно просматривался шок. 18 трупов и не покидали ее весь последний месяц. Когда Чутянь вернулся из башни испытания, он на несколько дней попросил их вернуть. И каков результат? 18 трупов и начальной ступени пробужденной души достигли средней ступени пробужденной души. Это была не просто перемена. Это был огромный эволюционный скачок.
Кто может угрожать торговому чуду и Чутяню, у которых есть 18 стражников пробужденной души? Неудивительно, что Чутянь был полон уверенности. Даже Шангуань Мину, эксперту 5-го уровня пробужденной души, было тяжело сражаться с 18 экспертами 4-го уровня пробужденной души. Шангуань Мин проклинал мэра Фэн Юнь Луна, он не сказал, что Чутянь обладает такими силами. Если бы эти 18 стражников стали частью 3 великих семей, они бы стали значительными личностями. Но они смиренно оставались стражниками в торговом чуде. Это было невероятно. Если бы Шангуань Мин знал об этом заранее, он бы подумал об этом. Но он сделал ход и уже не мог отступить. Не надо так говорить. Кажется, у тебя достаточно длинный язык, неудивительно, что ты стал особым посланником. Если бы длинный язык мог убивать людей, я бы умер уже несколько раз. Жалкий сумасшедший дурак, не веди себя так. Отношение Шангуань Мина полностью изменилось. Сначала он смотрел на это как на игру, однако теперь считал это серьезным сражением. «Думаешь, это поможет тебе победить меня?» Шангуань Мин взорвался энергией, и перо взорвалось огромными рунами, которые падали на Чутяня, как капли дождя. Какие сомнительные способности! Чутянь видел Шангуань Мина насквозь. Тот хотел создать огромный массив и подавить всех стражников Чутяня одновременно. Это сработало, если бы речь шла про обычных людей. Неужели Чутянь не сможет разорвать его массив? Разве использование такого массива — это не хвастовство? 18 трупов инь вмиг подскочили. Когда божественное чутье Чутяня стало сильнее, он лучше овладел контролем. Он мог управлять ими так, словно они были его клонами. Массив. Теперь он был разрушен, не дав Шангуань Мину шанса. 18 трупов инь окружили его, Шангуань Мин был поражен до глубины души. Это были обычные эксперты 4-го уровня пробужденной души, но культивационный фундамент у них был довольно странный. Они работали так слаженно, словно были одним человеком. Скверно, даже если он победит, победа будет трагической. Игнорируя странных экспертов в черном, он решил разобраться с Чутянем. «Проваливайте». Шангуань Мин нанес удар пером, и вокруг него вспыхнуло алое пламя. Он ожидал, что люди в черном отступят, однако те не двигались с места. Они слаженно отбили атаку Шангуань Мина, черные одежды людей превратились в клочья. Увидев истинный облик людей в черном, люди потрясенно вздохнули. Это не были живые люди, у людей в черном вообще не было эмоций, а глаза их были широко раскрыты. Они даже не испускали ауру. Это были мертвецы, это были трупы инь. Во всяком случае, эти трупы инь сильно отличались от обычных трупов инь. Разные трупы инь обладали разным количеством энергии. На их телах рос разный мех, по которому можно было понять, насколько они сильны. Кожа этих трупов инь была гладкой и черной, излучающей металлический блеск. Казалось, что их мускулы сделаны из железа, а сами они были окружены загадочной аурой. Наконец Юнь Тяньхэ заметил в руке Чутяня колокольчик. Это колокольчик, управляющий душой, о котором говорится в древних записях. И почему его трупы инь такие странные? Естественно, Юнь Тяньхэ не знал. Трупы инь, созданные древней сектой, были созданы на основе техники низкого класса. Чутянь не был знаком с этой сферой, но немало узнал, когда изучил фрагментарную память духовного бога. У него был материал, так что он провел эксперимент с небольшим количеством божественной крови. Чутянь усовершенствовал 18 трупов инь. И они полностью переродились. Мало того, что увеличились их силы, божественная кровь еще и придала им божественную природу. Теперь они могли культивировать и становиться сильнее. В ряд. 18 трупов инь выстроились в ряд. Верно, Чутянь применил старую уловку. Он использовал против Шангуань Мина тот же метод, что и против Е Тянлана. Тогда трупы инь сильно отличались от нынешних, но даже тогда они смогли справиться с Е Тянланом. Что уж говорить о Шангуань Мине, 18 трупов инь одновременно выплеснули яд инь. Шангуань Мин, окруженный со всех сторон, не мог даже защищаться. Он уже не думал нападать на Чутяня. Шангуань Мин ощутил жестокий удар ладонями. Его отбросило в угол арены. Не успел он встать, как его быстро окружили 18 трупов. Холодные зеленые глаза, лишённые эмоций, пробудили в Шангуань Мине затаённый ужас. «Хватит!» — крикнул Шангуань Мин. «Я не буду стоять на своем, убери их!» «Господин Шангуань забывчив», — сказал Чутянь холодным, словно лед, тоном. «Ты хотел присвоить мое имущество и заточить меня в тюрьму. А теперь ты, избитый, хочешь просто уйти? Если я допускал такое, меня бы оскорблял каждый отброс». Шангуань Мин нахмурил брови. «Чего ты хочешь?» «Я — член семьи Шангуань. Я — особый посланник королевства». Труп инь пнул его ногой. Коленная чашечка раскрошилась, Шангуань Мин издал горестный крик.
Думаешь, я боюсь семью Шангуань? Чу Тянь вел себя так яростно и злобно, на виду у всего центрального города. Чтобы показать всем, что оскорбить меня — это страдать от последствий в прошлом, настоящем и будущем. Я сделаю тебя калекой и лишу культивации. Шангуань Мин сердито взревел. Ты не посмеешь. Глаза Чу Тяня холодно сверкнули. Думаешь, не посмею? Нет. Не надо. Шангуань Мин уже не скрывал страха. Пожалей меня. Пожалуйста, пощади меня. Это и правда был член семьи Шангуань. Он, лежа на земле, молил Чу Тяня о пощаде. В мире, где властвовала сила, лучше было убить его, а не покалечить. Вид у мэра Фэн Юнлуна был неловкий. Ситуацию спровоцировал он, а семья Шангуань еще не пришла к общему решению. Если Шангуань Мина покалечат в центральном городе, это перерастет в серьезную проблему. Это был особый посланник, а подстрекал его именно Фэн Юньлун. Если семья Шангуань начнет расследование, они не упустят этого момента, он не сможет сбежать, даже обладая статусом мэра. На виду у всего города Чу Тянь сломал Шангуань Мину ногу. Сейчас он был готов лишить Шангуань Мина духовной энергии и превратить его в калеку. Чу Тянь, остановись. Подлетел маркиз Божественного Ветра. Он уже достаточно наказан. Положись на меня. Благодаря статусу маркиза Божественного Ветра он сможет смягчить ситуацию, даже если семья Шангуань проведет расследование. Но если Чу Тянь покалечит Шангуань Мина, они не отступят. Чу Тянь еще не справился с семьями центрального государства, а уже собрался сражаться с 3 великими семьями. Это было неразумно. Раз вмешался маркиз Божественного Ветра, я должен выразить уважение, обрадовался Шангуань Мин. Но даже если я не могу его покалечить, он должен заплатить другую цену. Шангуань Мин ужаснулся, совершенно не понимая этого сумасшедшего. Никто не ожидал, что Чу Тянь поднимет ногу и наступит прямо между ног Шангуань Мина. Жалобно заплакав, Шангуань Мин потерял сознание. Если бы он остался с поломанными руками и ногами, их можно было бы вылечить эликсирами, но если сломается его линия жизни, будет уже тяжело. Возможно, всю оставшуюся жизнь Шангуань Мину придется жалеть о сегодняшнем поступке. Чу Тянь махнул рукой. Разденьте его и вышвырните. 2 трупа Ин раздели его, оставив на нем лишь нижнее белье. Все вещи отняли. Все были потрясены. У этого мальчишки было слишком много смелости. Маркиз Божественного Ветра вышел, намереваясь дать совет, чтобы тот действовал скромно, но он поступил так бессовестно. Горько улыбнувшись, маркиз Божественного Ветра покачал головой. Он понял, каков характер Чу Тяня, понял, что он отвечает за свои слова. Шангуань Мин мог винить лишь себя. Неважно, все уже произошло. Маркиз Божественного Ветра мог лишь отправить в имперский город письмо и лично все объяснить 3 великим семьям. К счастью, имперский указ Шангуань Мина говорил, что его не должно было быть в центральном городе. Маркиз Божественного Ветра мог воспользоваться статусом и стать посредником. По крайней мере, его семья Шангуань должна уважать. Впрочем, это был хороший урок. Наконец, жители центрального государства рассмотрели Чу Тяня. Этот парень был самым настоящим маньяком. Было ли в мире что-то, на что он не осмелился бы, на что рассчитывали 3 великих семьи, не говоря уж о 4 великих семьях центрального государства? Им не следовало оскорблять эту злую звезду. Глава 200. Тайный исследовательский центр Чу Тяня. В этом были замешаны 3 великих семьи. А разве они могли не вмешиваться? Е Тянлан и Ло Сан Лун выжили, но получили тяжелые ранения. Их можно было вылечить, но были последствия, которые не могло сгладить даже лечение. Им трудно будет добиться чего-то великого, что сделает грозным 3-е поколение 2 других семей. Процветание и могущество семьи зависели от того, есть ли у нее сильный преемник. Если его не было, даже их могущество не гарантировало, что семья удержится на вершине. Это было серьезным фактором при создании союзов. Семья Ло и семья Е пострадали от тяжелых ран и уже не решались выступать против Чу Тяня. А семья Чу? Когда центральное государственное испытание закончилось, Чу Синхэ остался серьезно раненым. Адское пламя повредило его меридианы, и это влекло за собой серьезные последствия, даже если бы он не остался калекой. Вот почему эти семьи не показывались на публике. Говорили, что многие члены семьи Чу покинули ее. Семья Чу оказалась в такой же ситуации, как и другие 3 семьи, а самым сильным человеком в ней был Чу Синхэ, молодой мастер Небесного Меча. Если Чу Синхэ не сможет восстановиться, для семьи Чу это будет тяжелым ударом. Почему вассалы отчаянно пытались присоединиться к семье Чу лишь из-за силы Чу Синхэ? Когда он достигнет новых высот, у них будет шанс обзавестись богатством. Теперь, когда Чу Синхэ был тяжело ранен, этот шанс постепенно померк, и большинство его последователей уже в него не верили. Его победили и заставили ползать по земле. Чу Тянь был полной противоположностью.
Он не мог сравниться с прежним собой. 18 трупов инь были несравненно сильными, а ледяная королева Чэнь Бин Юй была его личным телохранителем. Такая стража делала неудачными все покушения. Ярость Чутеня могла повлечь невообразимые последствия. Этот безумец у всех на глазах покалечил Шангуаньмина, на что он не способен. Более того, его поддерживала семья Юнь Тяньхэ, ему был благодарен маркиз Божественного Ветра, на его стороне были популярность и слава создателя. Тяньчэнь Коммерс построили для торгового чуда 6 звуковых вышек, которые охватывали весь центральный город. Попасть в торговое чудо желали многие. Воспользовавшись моментом, Мэн Цин решила заполучить семью Цзин, семью дельцов. Это была не только возможность стать сильнее, торговое чудо предлагало множество контрактов на производство радио, фонографов, консервов. Нетривиальное решение Чутеня о трансляции сражения полностью поразило 3 высокомерные семьи и стало отличной рекламой. Все фонографы и радио торгового чуда были распроданы по высокой цене. Прошло всего несколько дней, а они получили несколько сотен тысяч новых заказов. Однако лишь продажа радио и фонографов принесет торговому чуду около 100 миллионов золотом. Зал Целинь набрал еще больше учеников и иногда даже продавал записанные уроки. Как только появится система радио и платной подписки, этот рынок принесет больше миллиарда золотом. Более того, бизнес по производству консервов набрал обороты. Центральная государственная армия и различные команды наемников отправили крупные заказы, а другие компании не могли их превзойти. Результат определенно был хорошим. Срок годности консервов длился год, и они были небольшими, так что хранить их не представляло труда. Для армии это было стратегически выгодно. Наемники считали это спасением их жизней. Для торговцев это было золото, которое они могли скупать по дешевой цене, а продавать по высокой. Консервы торгового чуда стало трудно купить. Они быстро стали роскошной пищей, некоторые аристократы даже развлекали консервами гостей, словно это был символ их статуса. Как люди могли не сходить с ума по такому популярному товару, многие не хотели покупать консервы через вторые руки, поэтому в центральный город рекой потекли крупные заказы. Быстрая продажа консервов помогла разрекламировать радио и фонографы. Торговое чудо вышло за пределы. Многие мэры предлагали торговому чуду, чтобы те разместили в их городах заводы, магнитные звуковые вышки и радиостанции. Слава торгового чуда росла, а они обрели весомый авторитет. Поймав момент, Мэн Цин договорилась с мэрами о ценах и связалась с различными местными компаниями. Мэн Цин хотела создать в центральном городе и даже в стране Южного Лета идеальную систему поставок. Торговое чудо было невероятно богатым, их бизнес процветал, а прибыль достигла уровня 4 великих семей. Счастливее всех был Чутянь. Потому что Чутянь хотел создать таблетку святого класса, и ему требовалось много денег, но теперь это не было проблемой. Торговое чудо, наконец, предоставило на покупку материалов необходимую сумму. Взяв деньги, Чутянь взялся за важный вопрос. В штаб-квартире находилась лаборатория, предлагавшая условия, от которых люди не могли отказаться. За огромные суммы они нанимали самых различных экспертов и ученых Юнь Тяньхэ. Человеческие силы были ограничены. Пока Чутянь занимался лишь предварительными приготовлениями, потому что еще не мог нащупать этот предел. Когда торговое чудо стало изучать более сложные материи, заниматься этим мог лишь Чутянь. Так что он должен был приготовить лабораторию. Сегодня Чутянь, отправившись в научно-исследовательский институт, собрал всех ученых. «Президент, зачем мы вам понадобились?» В исследовательской лаборатории были доверенные лица Сюн Тяньянь с Чжан Лицином и старые ученые вроде Юнь Тяньхэ. Это были седобородые старики. Чутянь стоял перед ними, а у него за спиной стояла красивая зрелая женщина. Ледяная королева Чэнь Бин Юй. Надо сказать, что план Чутеня сработал. Покинув пост вице-директора Центральной государственной академии, Чэнь Бин Юй готовилась стать личным телохранителем Чутеня. Потому что быть телохранителем Чутеня было лучше, чем вице-директором. Чэнь Бин Юй была одиночкой, у нее не было семьи и забот, как у Юнь Тяньхэ. Поэтому она ушла. Ее не смог остановить даже маркиз Божественного Ветра. Он чувствовал себя беспомощным, но заставил Фэн Юньху оставить Чэнь Бин Юй прежний титул. Чэнь Бин Юй, следующая за Чутянем, тоже была влиятельной фигурой. В конце концов, она еще была молода, у нее было много возможностей развиваться. Чутянь был обеими руками за. Во-первых, Чэнь Бин Юй была очень красивой женщиной, она отличалась от молодой госпожи Ин, Наньгун и Фэн Цайды. Какой мужчина не хотел видеть рядом с собой красавицу? Более того, Чэнь Бин Юй была культиватором истинной души. «Пожалуйста, сядьте», — указал рукой Чутянь, и все сели. Мы создали исследовательский центр, но пока не распределили обязанности. Сегодня мы решим важную задачу. Все были потрясены, мы уже выбираем цель, Чутянь кивнул, надо выполнить 3 проекта. Есть краткосрочный проект, среднесрочный и долгосрочный. Краткосрочный проект должен развить вещание.
Всем известно, что система трансляции торгового чуда с каждым днем улучшается. Возможностей для развития у нас много, поэтому развитие вещания очень важно для нашей бизнес-модели. Технология очень проста. Это шанс проверить, насколько каждый из вас квалифицирован. Срок — 7 дней. Но 7 дней — слишком мало, все недоуменно переглянулись. Юнь Тяньхэ тут же спросил, каков же среднесрочный проект? Это план магнитного звукового коммуникационного устройства. Хлопнул ладонями Чутянь, и Чэнь Биньюй раздала ученым материалы. Посмотрите на них. Все молчали. Что за человек Чэнь Биньюй? Она стала личным секретарем и телохранителем Чутяня. Это было даже трудно представить, такая высокомерная особа преклонила перед ним голову. Естественно, Чутянь был необычным человеком. Многие здесь, как и Юнь Тяньхэ, были известными учеными. Разве они не сидели здесь, слушая беседы этого юноши? Посмотрев на материал, который лежал у него в руке, Юнь Тяньхэ вздрогнул. Он потрясенно произнес: это данные о магнитных звуковых вышках. Все были поражены, магнитные звуковые башни были так важны. Потенциал радио показал, что это может изменить историю и жизнь людей. Благодаря продаже радио и плате за прослушивание радиостанций это станет золотой жилой, это секретная информация. Неужели Чутянь так легко сообщает ее? Это некоторые из основных данных о магнитных звуковых вышках, сказал Чутянь и подчеркнул. Я знаю, на что вы способны, так что вам не будет тяжело. Эти данные и эти детали облегчат вам выполнение обоих проектов. Это был вызов, но Юнь Тяньхэ и остальные даже не рассердились. Чутянь спокойно сказал: магнитные звуковые вышки можно использовать не только для радио. Мы должны овладеть функцией связи и создать платформу для коммуникации с другими. Коммуникации. Какой коммуникации? Все знают, что суть магнитных звуковых вышек — среда. В ней звуковые волны преобразуются в сигналы, которые отправляются на радио, находящиеся в диапазоне вышки. Теоретически магнитная звуковая вышка может соединять две точки, что позволяет синхронизировать звук и обеспечивать мгновенную передачу сообщения. Ученые задрожали. Разве они когда-нибудь слышали о похожих идеях? Чутянь хотел изобрести нечто новое, немного отличающееся от радио. Радио могли принимать сигнал, но не могли его отправлять. Новый предмет должен был все изменить. Магнитная звуковая вышка оставалась средой, но обе стороны могли и получать звуковые волны, и отправлять их. Это означало, что человек, находясь в диапазоне вышки, сможет общаться с другим человеком, который находится далеко, в режиме реального времени. Это было отличное изобретение. Его было достаточно, чтобы остаться в истории человечества. Нет, в истории всего континента Юнь Тяньхэ и другие ученые были полны волнения. Несомненно, эта миссия принесет их семьям славу, и их имена останутся в аналах истории. Нужно шаг за шагом создать коммуникационное устройство. Эмоции, которые испытывали старцы, не волновали Чутяня. Я даю вам 2 недели на подготовку и предоставляю базовые знания. Вы создадите это устройство за 1 месяц. И, наконец, я хочу поговорить о долгосрочном проекте. Хотя с ним спешить некуда, лучше подготовиться. Краткосрочный и среднесрочный проект уже их шокировали. Каким же будет долгосрочный проект? Прежние изобретения торгового чуда, будь то электролампы, энергетические горшки или магнитные звуковые вышки, это обычные вещи. Сейчас я хочу рассказать вам об эпохальном изобретении. Я называю этот проект «Духовный матричный компьютер». Духовный матричный компьютер, никогда прежде они о таком не слышали, Чутянь серьезным тоном произнес: духовный матричный компьютер станет самым важным и чудесным изобретением. Компьютер может следовать инструкциям по автоматической обработке разнообразной информации. Это будет величайшее изобретение в истории человечества. Его можно будет применять в тяжелой работе, сборе информации, обработке информации. В общем, скорость, с которой люди будут собирать информацию, повысится. Слов слишком мало, чтобы описать его. Когда он появится, будущие исследования дадутся нам намного проще, старые ученые выглядели сбитыми с толку. Он на самом деле не мог обсуждать продвинутые технологии с примитивными людьми. Короче говоря, чтобы создать духовный матричный компьютер, понадобится много времени. Потребуются значительные инвестиции в ресурсы, и на это уйдет не 1 день, а 1 человек явно не сможет его создать. В будущем я обучу вас несколько другим концепциям, которые подготовят вас к изобретению духовного матричного компьютера. Если вы будете у меня учиться, я могу пообещать хоть и немногое, но вы точно обретите лучшие знания и будете пользоваться лучшими технологиями.